Рабочим Нижнетуринского машиностроительного завода, на котором работала моя бабушка, полагалось жилье. Директор каждые 2 года выезжал на защиту дипломов выпускников Екатеринбургской архитектурной академии, и по мотивам особенно понравившихся ему проектов возводились дома для сотрудников завода. В одном из таких домов, получившем из-за разновысотности сооружений комплекса прозвище «Каскадка», жила моя бабушка. На огромном пустыре за домом, прямо перед опорами ЛЭП, жители разбили садоводческие участки. И земледелие на этой территории вряд ли является законным, но вот уже 50 лет перепаханные клочки земли никто не трогает. В этом просто нет большого смысла, ничего другого на этой территории возвести нельзя. У моей бабушки было 4 огородных участка. Как только я научилась ходить, меня обязали собирать ягоды, потому что маленькие аккуратные пальчики справляются с такой работой лучше всего. Этим я, признаться, не очень любила заниматься. Не так меня смущали надоедливые насекомые. Просто моей детской изысканной натуре не нравились старые обшарпанные садовые штаны и нелепо затянутые узлом на затылке косынка голубой цветочек. Но выхода у меня не было. Соседний участок принадлежал бабулиной подружке бабе Рите. Она знала все про птиц. Возле грядок совсем съедобные бабушки-подружки разбили, как мне тогда казалось, самую большую в городе клумбу с цветами. Баба Рита рассказывала мне про каждый божий цветочек, там произраставший. Особенно сильно мне нравились маки, больше из-за их названия, потому что на Урале есть недооцененное нежное сахарное слово «маковка», которым называли меня моя бабушка и все ее знакомые. Однажды весь мак с клумбы исчез. Баба Рита никогда не врала мне и разговаривала со мной откровенно и серьезно. Она сказала, что сама убрала цветы, потому что об этом ее попросил участковый дома. Почему? Маки могут понадобиться наркоманам, а наркомания — это плохо. Мак. This is a poppy, a flower of cornfield and wasteland, blood red, sepals tubes and falling, petals 4, stamens many, stigma red, many-seeded, for sprinkling on bread the staff of life, woven in wreaths in many of the dead, bringer of dreams and sweet forgetfulness. Прохладные, с пронзительной акустикой летние вечера мы с бабушкой обходили все огородные участки. 1, 2,
3, 4, 10, столько черных полос на гладкой золотистой спинке колорадского жука, виновника наших вылазок на свежий воздух. Бабушка выдает мне жестяную банку из-под консервов на донышке масла. В банку нужно класть жуков и листики желтыми личинками. После рейда по картофельным грядкам насекомые подлежат уничтожению путем поджога. Мы соревнуемся, кто больше соберет. Обыкновенно я выигрываю, потому что бабушка видит плохо и пропускает жуков. А если жуков в ее банке вдруг оказывается больше, она все равно считает меня бравым бойцом. Зато смотри, какого большого взяла. Еще один способ, и он, очевидно, более гуманный, при посадке закапывать в картофельные лунки луковую шелуху. Бабушка вычитала в журнале, что жуки не переносят запах лука. Я тоже. Но, видимо, это не работает, раз нам все равно приходится их собирать. Баба Рита считает, что в картофельные борозды нужно высаживать календулу, лук и котовник. Аромат этих растений не позволяет жуку распознать картофель, поэтому численность вредителей ощутимо сокращается. Я спрашиваю бабушку, собирала ли она в своем детстве жуков в баночку. Она отвечает, что жуков тогда не было. Откуда они взялись? Это американцы самолетов на нас бросили. Я начинаю представлять, как пилоты выкидывают на огороды жуков. Высоко же. Они не разбились? Спрашиваю. Они же летать умеют, говорит бабушка. Позже я узнаю, что жуки действительно распространились на территории Советского Союза в годы Холодной войны. Мои детские фантазии опыляла фантастическая пропаганда, по словам Тамары Эйдельман, показывающая жуков как настоящий отряд американских диверсантов. На немецких, польских, советских карикатурах жуки маршируют с оружием, получают задания в Белом доме лично от президента Трумэна и от западноевропейских политиков, и даже оказываются на американском флаге вместо звезд. Им приписывали такую же разрушительную силу, как атомной бомбе. Американские кандидаты в преступники атомной войны сегодня показали образец того, что они готовят человечеству. Только душегубы могут прибегнуть к такому ужасу, как преднамеренное уничтожение мирного человеческого труда, уничтожение урожая колорадским жуком. Бросая камни в огороды друг друга, государства сеяли в огороды своих граждан семена ксенофобии, ненависти и вражды, гораздо более опасные, нежели жуки-вредители. Современные практики поминания кажутся мне безумными. Со дня смерти бабушки ее могила была усеяна поливинилхлоридовым разноцветием. Искусственные цветы – непоминальный атрибут, смертоносное оружие замедленного действия. Испытывая воздействие ветра, солнца и дождя, кислотный могильный цветник выделяет токсины, отравляющие почву и грунтовые воды. С потерей формы или цвета бессмертные цветы попадают на свалку, которая будет гореть и отравлять все вокруг. Практика возложения искусственных цветов будто бы должна избавлять живых от забот,
но, как и многие изобретения, облегчающие жизнь, выводит на периферию смысл. Это не только экологическая катастрофа, но и коллапс памяти. Дети моей бабушки, мама и дядя, пытались засадить могилу многолетниками, но их желания и усилий не хватило. Мама говорит, рядом со старым кладбищем построили дома, хозяева которых разводят скот, в частности коз, а козы все вытаптывают и съедают. Однажды я прочитала интервью художника Артема Филатова, в котором он пересказывал очаровывающие своей простотой, глубиной и переосмысленные в контексте современности посмертные ритуалы. Эти ритуалы радикально противоположны кладбищенской кислотной пестроте. В лесу или парке близкие умершего высыпают пепел, поверх которого высаживают типичные для этой местности растения. Не только цветы, но также деревья и кустарники, которые есть одновременно явственные и невидимые свидетельства жизни, смерти и памяти. Артем Филатов придумал и создал во внутреннем дворе частного крематория в Нижнем Новгороде мемориальный сад, пространство памяти, где рост живых растений ассоциирован с ушедшим человеком. Где-то в этом саду в память о моей бабушке стремительно растет голубая жимолость, подобная той, что была в саду из моего детства. Горько-кислые, пыльно-голубые с изумнолетом ягоды пришлись мне по вкусу только во взрослом возрасте. «Почему они такие горькие?» – испытующе спрашиваю я бабушку. «Зато полезные». «Но зачем, чтобы быть полезным, нужно быть таким горьким?» Бабушка сочинила прекрасную легенду о том, что медоносные пчелы снимают с цветущего кустарника слишком много пыльцы, унося всю сладость в мед. Согласно одной из самых правдоподобных версий происхождения названия кустарника, жимолость – это метатеза от зимолист, то есть вечно зеленый кустарник, вечно живой, в память о моей бабушке.